Друзья, всем привет! Сегодня мой ролик о трагических, но поучительных событиях, которые произошли в небе советского Заполярья в июне 1982 года. 17 июня 1982 года при перелете из Москвы в Североморск произошла катастрофа самолета лаборатории Ту-134 номер 400 Летно-исследовательского института Министерства авиационной промышленности СССР. В настоящее время Летно-исследовательский институт имени Громова, город Москва. Погибли 9 членов экипажа и 6 пассажиров. Командир корабля Виктор Ходковский, муж известной летчицы и космонавта Светланы Савицкой, единственный, кто остался жив. Налет командира корабля составлял 3800 часов, а остальных членов экипажа на момент катастрофы превышал 3000 часов. Экипаж был укомплектован, казалось бы, опытным летным составом. Что же произошло в тот день с самолетом и его экипажем, вы узнаете, досмотрев этот ролик до конца. Катастрофа стала беспримерной по числу погибших на испытаниях, а также вызвала огромный резонанс в кругах военно-промышленного комплекса СССР. Все дело в том, что этот самолет был оборудован секретной аппаратурой для обнаружения подводных лодок. Этот испытательный комплекс создавался как оружие, и в результате летных испытаний система должна была стать серьезным аргументом в руках СССР. Теперь известно, что после заключительного этапа испытаний уже через каких-нибудь 2 месяца с трибуны ООН должно было прозвучать, что СССР теперь располагает средствами контроля перемещений атомных подводных лодок в Мировом океане. СССР собирался предъявить вероятному противнику США новый вид систем вооружения, как доказательство превосходства в военном противостоянии с Западом. Для этого был задуман очень сложный воздушный космический эксперимент с привлечением сил военно-морского флота. В самолете лаборатории, выполнявшем полет в Североморск, кроме экипажа, находились главный конструктор уникальной системы и его ближайшие помощники, специалисты, инженеры и разработчики, создававшие и владеющие этой техникой. Обстоятельства катастрофы. Самолет выполнял перелет с аэродрома Раменское Московской области на аэродром Североморск-1. Заход на посадку осуществлялся в условиях тумана. При подходе к аэродрому посадки Североморск-1 самолет снизился до высоты круга. С удаления 15,5 км самолет стал снижаться от высоты круга 600 метров с вертикальной скоростью 2-3 метра в секунду. При выходе на посадочную прямую из-за сильного бокового ветра оказался левее. На посадочном курсе командир отключил автопилот и перешел на ручное пилотирование при работающем автомате тяги. Командир и правый пилот не пользовались курсоглиссадной системой на борту, считая ее неисправной, хотя накануне вылета систему проверили и подтвердили работоспособность. На удалении 12 километров руководитель пункта радиолокационной системы посадки дал команду на снижение по глиссаде, и вертикальная скорость увеличилась до 7 метров в секунду, что значительно выше расчетной. Одновременно началось уклонение влево от посадочного курса. Это было за 30 секунд до столкновения с препятствием. За 25 секунд до удара сработала система опасного сближения с землей. Она подавала сигнал в течение 2 секунд, но в экипаже никто не отреагировал, и траектория снижения осталась без изменений. За 22 секунды до столкновения руководитель полетов с пункта РСП дважды дал команду «Горизонт». Вторая команда пришлась на высоту 300 метров, траектория не изменилась. Самолет уклонился влево около километра, снижаясь ниже глиссады, когда штурман Владимир Черярин, мурлыкавший до этого что-то себе под нос, считая свои дела законченными и, очевидно, собирая штурманский портфель, неожиданно включился в работу и резко скомандовал: «Командир, уклоняемся влево, возьми вправо 20 градусов. Командир, доверни вправо. Командир, доворачивай вправо с набором». Это было на высоте 250-240 метров. Реакции командира не последовало. Второй пилот, опытный испытатель Владимир Плаксин, при этом не стал брать штурвал и исправлять ситуацию. Дальше магнитофон для записи переговоров в кабине экипажа зафиксировал резкий щелчок по фюзеляжу.
Это самолет зацепился за тросовую антенну радиомачты на вершине сопки слева от посадочного курса с превышением 206 метров над аэродромом. Антенна снесла приемник воздушного давления, прорезала зализ крыла, потом стабилизатора и застряла там. По записи аварийного самописца черного ящика скорость стала нулевой. Штурвал был взят на себя, но с большим опозданием. Медленно увеличивался тангаж. Через 7-8 секунд после щелчка начался сильный хруст, от которого услышавших сжалось сердце. В экипаже было молчание. Через несколько секунд запись обрывается. Самолет почти плашмя врезался в склон сопки и сполз вниз, скользя фюзеляжем по склону сопки. Из его разрезанного валунами брюха от кабины экипажа до киля выворачивались наружу внутренности, общим месивом из обломков аппаратуры и людей, пропитанные керосином. Терялись стойки с уникальным оборудованием, люди, бесконечные провода, багаж собравшихся в командировку специалистов, парашюты. Из находившихся на борту в живых остался только командир. Рядовой срочной службы радиолокационного поста Громыко, услышав шум, побежал наверх по склону сопки к месту падения. Перед ним был разбившийся пассажирский самолет. Лежала оторванная от фюзеляжа и обгоревшая кабина экипажа. Чуть ниже сам фюзеляж, разрезанный снизу и вывороченный наружу. Еще ниже крылья, а совсем внизу оторванная киль и стабилизатор. В огне горел металл, и прямо на глазах проступали ребра шпангоуты. Ни одного звука, кроме звуков горящего самолета. Вдруг за спиной раздался не то стон, не то всхлипывание. Солдат окаменел от ужаса, а когда резко повернулся назад, то увидел живые глаза, с мукой и мольбой смотрящие прямо на него. Глаза смотрели из-за заголовника кресла, а живой не сидел в кресле, а стоял в нем, притянутый ремнями, почему-то на коленях и обернувшись лицом назад, вниз по склону. Это был Виктор Станиславович Ходковский, командир самолета лаборатории Ту-134 номер 400, а перед его глазами то, что осталось от самолета и его экипажа. Все остальные 15 человек на борту погибли. Причины катастрофы из выводов комиссии по расследованию. Штурман Владимир Черярин упустил снижение под глиссаду и место самолета не контролировал. Бортовой инженер Юрий Журавлев, человек строгий, пунктуальный и опытный испытатель, не проронил ни слова. Бортрадист Виктор Люлялев не читал карту контрольных проверок. Все замкнулось на командире Викторе Ходковском, который никак не организовывал работу экипажа и не требовал действий от остальных по контролю и дублированию. Сам Ходковский совершал одну грубую ошибку за другой. И это при своем минимуме погоды 100 на 1500, в своем налете около 3800 часов, из которых большинство на тяжелых самолетах. И тут разыгрались конспирологические и шпионские страсти. Рассматривалась версия о диверсии. Якобы кому-то надо было остановить или сдвинуть на неопределенный срок достижения результата испытаний секретного оружия. Не потому ли экипаж все как один оказались заторможенными и безинициативными, точно околдованные? Думали, что было какое-то другое воздействие, которое привело в итоге к катастрофе. Попытки уйти от ответственности и сгладить пробелы в вопросах безопасности полетов сложилось такое личное мнение некоторых руководителей института по катастрофе Ходковского. Но нет, друзья, есть другое вне шпионских страстей объяснение этой катастрофе. Причиной катастрофы Ту-134 номер 400 явилось низкое психологическое состояние экипажа, невыполнение экипажем должностных инструкций, отсутствие контроля со стороны руководящего летного состава института, нарушение взаимодействия в экипаже при установленном командиром воздушного судна, разделение обязанностей по пилотированию и отсутствие должного контроля за выдерживанием основных параметров полета в процессе захода на посадку и посадки. Причина катастрофы – человеческий фактор, а именно ошибка экипажа. Так все и записано в акте комиссии по расследованию. Никакой катастрофы могло и не быть, если бы хотя бы один в экипаже выполнял в полете свои обязанности. Какими же были последствия этой катастрофы? Трагедия 17 июня 1982 года отбросила СССР назад в технике на достаточно большой срок.
Уникальная аппаратура, которая находилась на борту Ту-134 в тот день, была создана в единственном экземпляре, и все, кто занимались ее созданием и умели работать с ней, погибли. Катастрофа принесла огромное горе родным и близким, около 3 десятков детей остались сиротами. В тот день погибли второй пилот Плаксин Владимир Васильевич, штурман Черярин Владимир Алексеевич, штурман Серов Петр Александрович, в момент происшествия находился в салоне, бортмеханик Журавлев Юрий Сергеевич, бортмеханик Манецкий Владимир Григорьевич, бортрадист Люлялев Виктор Сергеевич, ведущий инженер полетным испытаниям систем навигации Ходченков Борис Николаевич, авиамеханик Казаков, авиамеханик Тришкин. Также специалисты-инженеры 17-го НИИ: Кулев, Фролов, Калачев, Алексеев, Арчаков, Харламов. Оставшийся в живых командир корабля Виктор Ходковский в настоящее время живет в Москве в возрасте 78 лет. Вечная память погибшим, и пока мы о них помним, они живы. Вывод. На сегодняшний день анализ состояния безопасности полетов в авиации России и стран постсоветского пространства показывает, что человеческий фактор является причиной порядка 83% авиационных происшествий. При этом около 9% всех авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором, происходит исключительно по причине нарушения взаимодействия между членами летного экипажа. На этом все, друзья. Оставляйте свои комментарии, будьте в них сдержаны, соблюдайте правила интернет-сообщества и проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе, и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.